Привет, друг, с тобой Вагалюк. Зачастую при обработке фотографий мы сталкиваемся с проблемой создания окружения. Это может быть фон, передний план и дополнительные объекты. Эту проблему можно решить тремя способами, используя 3D. Конечно, можно обойтись и без этого, находите исходники, вписывать их один за одним, но зачем усложнять себе жизнь? В этом видео ты узнаешь о 3 способах создания окружения в 3D, которыми я пользуюсь. Итак, первый способ — это использовать готовые 3D модели. Это самый легкий и в одно время сложный способ. Легкий от того, что нам ничего не приходится моделировать и накладывать текстуры, просто нужно найти, скачать и импортировать. Сложный, потому что нужно найти подходящую модель. И это не так уж легко сделать, а иногда и дорого. Я сам часто пользуюсь этим способом. В этом мне помогают такие сайты, как Free3D, CGTrader и TurboSquid. Если вы не нашли на этих сайтах подходящую модель, то можно воспользоваться вторым способом — смоделировать ее самостоятельно с нуля. Этот способ самый сложный, зато действенный. Все-таки тут необходимо уметь моделировать, делать развертку, накладывать текстуры, зато в результате получится именно то, что нужно. Для своих работ я моделирую простые объекты: провода, стены, столы и прочее. И третий способ, который я рекомендую использовать при создании окружения, он особенно подойдет для создания заднего плана, то есть фона, это выдавить из картинки. Наверное, вы сейчас мало что поняли, как это выдавить из картинки. Но давайте я сначала расскажу, что это, а потом уже покажу, как это все делать. Выдавить из картинки — это способ очень эффективный для того, чтобы создать окружение под обработку фото. Вот пример из моей последней работы. Как мы видим, здесь использовалось 95% 3D. И я вписал сюда фотографию главного героя. То есть без этой фотографии мы можем увидеть чистое 3D с текстурками и с правильно выставленным освещением. Так вот, если не учитывать дорогу и тела, которые лежат на дороге, там еще ножики лежат, и провода свисающие, если это все не учитывать, а смотреть только на здание, то мы поймем, что я их выдавил из картинки. И давайте сейчас я вам покажу, как именно это делать. Итак, сейчас я показываю сцену данной работы. Как мы можем увидеть, все это делалось в 3D. И я сюда вставил потом вырезанного главного героя. Если не учитывать данные объекты, то вот это вот здание, все стены, они были выдавлены из картинки. Давай я сейчас покажу отображение текстур, включу это все. Как мы можем увидеть, тут все с текстурками, тут все это видно. Да, здесь не очень красиво легла текстура, но когда мы это все отрендерим и заэкспортируем в Photoshop, то это будет очень легко замазать. В данном примере еще одной стены, то есть очень просто, я ее взял и выдавил. Теперь это кажется, как будто это реально 3D модель с наложенными текстурами. Сейчас давайте я покажу, как это все делать. Для того, чтобы все у нас получилось, мы должны найти подходящую фотографию. Примеры фотографий вы можете сейчас увидеть на экране. Находим что-то подобное, какой-то магазин, какой-то ларек, дом, неважно. Главное, чтобы была стена ровно сфотографирована. Скачиваем эту фотографию и импортируем в Blender. Показываю, как нужно импортировать. Не просто вот импортировать как картинку. Нам это не нужно. Изначально у вас будет две функции, как reference и как background. Вот этой images as planes у вас не будет. Это функция, которой мы сейчас будем пользоваться. Как ее включить? Это аддон, который уже изначально встроенный в Blender. Для этого мы переходим в настройки Blender, в аддоны и ищем здесь images as planes. Вот. Экспорт-импорт. Включаем галочку. Все готово. Давайте сейчас я заимпортирую одну фотографию. Ну, давайте, допустим, самую легкую. Вот эту вот. Если мы включим режим отображения текстур, то мы увидим
наш полигон. Это, кстати, полигон, это не картинка, это полигон, который мы сможем редактировать, вертеть, делать с ним все что угодно. Полигон уже с наложенной текстурой. И давайте я его сейчас поверну, так как мне нужно будет. Вот как-то так. И увеличу. Теперь, если я перейду в вид отображения справа и нажму на этот объект, перейду в режим редактирования, здесь я нажимаю Loop Cut, и можем заметить, что таким образом можно разделять наш полигон на несколько полигонов. Я уже разделил этот полигон на 1, 2, 3, 4, 5 таких же параллельных ему полигона. Это все делано в режиме отображения текстур, потому что без этого режима мы никак не можем понять, где что нужно это все разделять. После того, как мы разделили в нужных местах, мы должны понимать, где здесь объемные места, где тут необъемные места, это все легко. Как только мы это разделили, выбираем режим выделения граней и можем выделять грани. Через Shift это можно делать так. Я выделил те грани, которые буду выдавливать внутрь. Для этого я нажимаю клавишу E. Это клавиша, которая позволит вам выдавить выбранные полигоны. Привязываю это все к оси Y и тяну в правую сторону. Чем дальше, тем глубже у меня это все выдавится. А если я перейду в обычный режим, без текстур, то увижу здесь какие-то непонятные полигоны. Мне они не нужны, поэтому я выбираю режим выделения граней и выбираю каждую грань, которую посчитаю лишней. После того, как я это все сделал, нажимаю X, удалить грани. Вот и все, получилась вот такая вот гармошка. И если я включу режим отображения текстур, то увижу, что моя стена теперь 3D-шная. Давайте я создам источник освещения, который покажет это все более наглядно. Для этого перейду в режим отображения рендера. Создам источник освещения солнца. И как-то его поверну. Вот как-то так. Теперь мы можем увидеть, что здесь есть тени, и это все смотрится довольно реалистично. Итак, давайте перейдем к более сложному примеру. Сейчас я сюда импортирую фотографию подобного плана, но она будет уже посложнее. Вот такую вот фотографию. Поверну ее, как мне нужно. Как видим, это фотография магазина, суши-бара. Перейду в режим редактирования и связкой клавиш Ctrl-R буду подразделять этот полигон в тех местах, где необходимо сделать выделение. Здесь можно замелочиться. Мы видим, что здесь окно, оно как бы имеет тоже особые выделения и выпуклости, поэтому создаем подразделение данного полигона в нужных местах. Но это прям если вы хотите запариться. Если объект находится на дальнем плане, его не совсем будет хорошо видно, там еще будет туман какой-то, то можно так сильно не париться. Итак, я подразделил, и сейчас нам нужно не накосячить и хорошенько выдавить объекты, которые нам нужно выдавить. Итак, я выбираю окно и выбираю дверь. Нажимаю клавишу E для того, чтобы выдавить, и выдавливаю по оси X. Вот как-то так. Если мы посмотрим, тут будут какие-то непонятные стыки, какой-то баг текстуры. Для того, чтобы это исправить, мы должны перейти в текстуру и отключить Show Backface. Сейчас мы можем увидеть, что у нас все хорошо смотрится. Давайте дальше выдавим окно. Для этого я выделю те грани, которые буду выдавливать, и тоже их выдавлю по оси X вот сюда.
То, что осталось лишнее, я это все выделю и удалю. Картинка станет еще лучше. Вот как-то так. То же самое мы будем делать и с верхним слоем. Можно это все выбрать вот так вот и выдавить это все. Только уже в обратную сторону. Вот получается вот такой вот магазинчик. Можно запариться еще выделить вот эту вот часть, это все выдавить. Можно запариться выдавить вот этот знак. Но в основном такие мелкие детали не выдавливаются, и для того, чтобы вот такой вот фигни здесь не было, нужно перед тем, как начать выдавливать, перейти в Photoshop и штампом замазать вот эти вот лишние объекты, которые мы выдавливать не собираемся. И потом уже взять, медленно все аккуратно, чистенько вырезать. Обязательно отключить Show Backface, потому что с этой штукой будет такие вот непонятные отображения. Вот, в принципе, так это и работает. Для заднего плана вообще отлично все подойдет. Тени тоже будут хорошо ложиться. И все будет замечательно. Итак, в принципе, это все, что я хотел тебе рассказать. Я думаю, ты для себя узнал что-то новое. Если да, то поставь лайк, подпишись на канал, нажми на колокольчик, подпишись на мой инстаграм и на остальные соцсети. Спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео. Пока!